друзья, внизу еще есть ссылка на транскрипт и задание к этому видео. Так что если ты изучаешь русский и хочешь быстрее пройти этот мучительный путь изучения, там есть материалы, которые тебе помогут. Привет! Сегодняшнюю прогулку я предлагаю начать в, как его здесь называют, магическом городке Тепостлане. Такой термин «магический город» был введен по инициативе Министерства туризма Мексики с целью привлечения туризма в маленькие, но исторически и культурно важные города и поселки, которых аж 132, разбросанных по всей стране. До одного из них можно доехать всего за час от столицы при наличии машины, или в нашем случае 3 часа с 3 автобусными пересадками. Несмотря на то, что мы потратили полдня на дорогу и почти ничего не смогли увидеть из-за дождя, я хотел бы, чтобы вы узнали про этот милый город и при возможности посетили его. Во-первых, потому что в Тепостлане царит дружественная атмосфера, которую в больших городах вряд ли можно найти. То ли из-за красоты местной архитектуры и красивейших гор, нависающих над городом, то ли из-за количества алкоголя, употребляемого приезжими. В любом случае, по приезду зарядитесь коктейлем и отправляйтесь покорять археологическую зону, чтобы наверняка увидеть ее до закрытия. По своему опыту скажу, в дождь этот 2-километровый хайк превращается в что-то более похожее на аквапарк, который к тому же рано закрывается. Да, археологическую зону мы не увидели, но посетить ее и Тепостлан я все же вам советую. А сейчас мы перенесемся в столицу, а именно в район Койоакан, один из самых красивых районов Мехико, где мы получили опыт экскурсии, который мы вряд ли в скором времени забудем. Да, наш гид заикался. Но и это не самое запоминающееся событие этого дня. So amazing. Also, if I can give you a little recommendation, if you Diego Rivera and Frida Kahlo. Ведь потом мы пошли на рынок. И начали дегустировать фрукты на рынке во время пандемии, когда в Мексике ежедневно регистрировали более 10 тысяч больных на COVID в день. Вот прям так, с ножа этого забавного продавца, которому сложно было отказать, тоже из-за ножа. Я-то ладно, я жил в общежитии, но вы про Таню подумайте. Как тебе, мама? Курима. Со вкусом антисептика. Ahora van a probar una fruta que nosotros le llamamos rambután. Словом, рынок красивый, колоритный, вкусный, но подуставший фрукт с грязного ножа продавца так себе. Y en Ucrania pues no hay, No, no hay. claro que no. Espera, Ajá. que se llama el show de los mopeds, el moped show. Y ellos tienen una canción cola y un Coca-Cola. Se ve igual, pero el sabor es diferente. Así es. A ver, señorita.
Дальше был парад в честь Дня независимости. И напоследок мы решили увидеть город с высоты птичьего полета. Так, почем билет, Тань? 140 песо с человека. Мы начинаем с 37 этажа, и потом мы дальше поднимаемся на панораму. Ой, голова болит. Ой, боже. Тебя нет? Чуть-чуть. Мы здесь. О, центральная площадь. Как твои впечатления, Таня? Мне понравился музей, или это смотровая площадка. В общем, все мне понравилось. Очень красивый вид на город. Но, к сожалению, очень много смога, потому не все можно увидеть. В стоимость нашего билета также входит посещение 2 музеев. Вот. На 36-м и на 38-м этажах. Как-то так выглядел город в 1325 году. Слышали ли вы про легенду о том, что город решили построить на месте, где орел ел змею? Таким образом, получилось, что орел ел змею именно на озере, и пришлось построить город на этом озере. В 1519 году. Вот именно поэтому на монетах можете увидеть того самого орла. Вот он. Орел, который положил начало постройке города. Древнего города. Как древняя цивилизация могла построить город на озере? А здесь уже нет озера. Та самая площадь, на которую мы сейчас не можем попасть, из-за того, что она полностью перекрыта. Собака всегда к месту, да, Таня? Это твой друг? Знаете ли вы, что Мексика находится в зоне активных сейсмических движений, или как это называется по-умному? Так что здесь периодически случаются землетрясения. Смотрите, какой ущерб нанесло землетрясение. Видишь, Empire State Building был самым высоким зданием в 1956 году, а в 2010-м, где оно? Empire State Building уже даже не в топ-5. Вау. 50 лет, 54 года. Сколько всего поменялось. В Москве, в России есть такое высокое здание. Так, в 1956 году здание, в котором мы сейчас находимся, было в топ, не знаю, топ-20, скажем, 182 метра. Сейчас в этот топ сложно попасть, потому что 318.9. Вот это здание, на котором мы сейчас находимся. Все, мы уходим.